Sekunden später. Вот сегодня по плану следующий пункт наше пребывание в Германии, который мы проверили после Фридланда. Это еще здесь находились 6 недель, пока добрались до третьего пункта. И этот второй пункт называется Унамассен. Ну вот, соответственно, приехал сегодня сюда не один, позвал еще друга. Хорошо, что нашел время. Вот мы, можно сказать, мы здесь познакомились в июне, или в начале июня 2002 года. И вот до сих пор дружим. Теперь уже не просто, а еще и семьями, но, соответственно, у него дети, у нас дети. И вот приехали мы в этот вот маленький городок, поселок, прогуляться чуть-чуть, пару кадров записать. Посмотрим, что из этого получится. Посмотрите, кто здесь раньше жил, он точно узнает эти места. Я думаю, тот или иной человек будет рад. Унамассен, так же как и Фридланд, для многих людей очень знакомо. Здесь, конечно, Унамассен больше для тех людей, кто жил потом далее на земле Норд-Рейн-Вестфален, да? Такие вот дела. Я сейчас еще пару кадров сниму, потом еще пару слов скажу. Но так, конечно, идешь дико. Дома пустые, воспоминания нахлынывали. 20 лет все-таки. Потому Нет, что вот с этой стороны, по-моему. этот парнишка, Саня, он 1,5 года тут пробыл. Они ждали разрешения с какой-то земли, что ли, или с района. Здесь жил 1,5 года? Да, и им выдали специально квартиру. Они уже не в общаге жили, а в квартире, да? Это туда И это дальше. именно первые дома, вот эти первый ряд. Да, у меня жена там Вот жила, наша. именно на той улице, она с полей, Красные, они, по-моему, Да, кирпичные были, да, а да, потом не там это. Вот забор новый, да? Не было раньше. Не было забора. Смотри, вот это вот здание, что же его не было, Вован? Его не было, но оно уже, в принципе, давно стоит. Да? Да. Ну забор точно не был, потому что здесь вот так все время движняк Я был. даже не знаю, что это там за магазин. Приехали. Вот тебе и здрасте. Так что мы с тобой правы, вы не походите. Че? Вот он лагерь. Ну, получается, Тех людей, которые только сюда приехали, такие машины тут были наличные. да нет, это скорее всего просто работников, это персонала. Здесь вот стройка, если вот это сейчас вот распродают, типа, да? Он не зарнирует. И вот этот, как вон тот, в таком мы жили, типа. Видишь, я месяц здесь провел. Я недолго. Я тоже там. Ты еще меньше был, чем я? И где-то 1-2 мы были здесь. Ну, у меня было вот это, у нас что было? То же самое было. У нас 3 мая. 28 июня мы были уже на месте. Да, мы тоже. Ну, мы такие были. Мы были уже в квартире. А эти знаки улиц так и были красные? Мультивен привез сразу на место. Открыл квартиру, снял и теперь надо. Вот так вот, 20 лет спустя. Интересно, да? Я так что вспомнил, говорю, когда-то к нам приезжали, чтобы мы смотрели, встречали народ, которые жили 20 лет на одном и том же месте, приезжали, смотрели на дома. Сейчас такая же ситуация с нами. Прошло 20 лет, мы приехали посмотреть, там в углу все, забор застроили. Есть, в принципе, еще там служба миграции, то есть для флюхтлингов, для миграции. Просто сейчас там еще забор стоит, как типа такой охрана, все как положено. Раньше это было здесь все в начале, это было, вот кто помнит, вот здесь вот заезжаешь, вот главная улица, вот здесь вот. Там стояли столбы,
которые выезжали с асфальта. Стояли мы на это, смотрели постоянно, как дикари. Что нам было в то время, по 15-16 лет. Так вокруг идешь, дома пустые. Вначале, я думаю, там все-таки есть пару людей из персонала. Ну, машины стоят от персонала. А так, в принципе, несколько домов были переделаны под школу. Там написано кампус, то есть там строят еще первые, следующие возле кампуса. Их переделывают для студентов, как я понял. Здесь вот, пожалуйста, вся улица, вот, стоит забор, вот. Просто как-то раньше вот здесь вот это все было открыто, сейчас идешь, вот тут забор, чуть-чуть дико надо смотреть. Вот так, в принципе, вот. Воспоминания, конечно, да, просто кто знал, что вот 20 лет назад так вот мы придем, и вот, пожалуйста. Сейчас я как раз запишу эти самые столбы. Ну вот они самые, да? Но они уже все не действуют, и светофор... Не, ну в принципе... Смотри, здесь все заброшено, да? Вот они, вот эти наши, раз, два, три. Выезжали так с-под земли такие столбы, чтобы машины сюда не залетали. Раз у них получается там теперь другой пост. Я думаю, рано или поздно вот эти вот дома стоят, как у нас после английских солдат. Они сейчас, скорее всего, выставлены на продажу каким-нибудь банком или городом. Ну и, соответственно, рано или поздно кто-нибудь возьмет их, будет район. А там уже видно будет, кто их возьмет, как возьмет и почему. Здесь был магазин, шторки закрыты, ничего нету. Все, вообще все заброшено, заросло все. Как все поменялось. Вот здесь кто живут, они вообще для них это дико, потому что раньше было движение, сейчас его нет. Вон там вон дорожка, вот мы гуляли пешком, ходили вот оттуда, вот там поле. И там было наше первое удивление в то время, что вот ты шел возле поля, у тебя была дорожка заасфальтирована, да. Вот здесь, где дом, вот здесь вот был, нет, вот здесь была кнайпа. Это такая как, типа забегаловка по-русски. Ну такая, где пиво выпивать можно. Все вот так вот выглядит Унамасан. Кто знает его по-другому, посмотрите. Вот самое главное, то что доказательства. Будурус штрассе. Многим, которым сейчас 40 лет, 50 лет, 60, 55, они в свое время забронали документы. Будурус штрассе они тоже знают, потому что у нас в начале у этой же улицы стояла школа. С этой школы нам как бы говорили, кто в какую дальше школу пойдет по месту жительства потом, когда уже во второй раз переедет, то есть на следующее место жительства. Вот это вот наше было второй пункт после Фридланда в Германии. Здесь мы находились с 3 мая 2002 по 24 июня 2002 года. После того мы переехали в город, где, в принципе, сейчас вот проживаю. Я там по месту переезжал, ну а так, в принципе, пораскидывал себя кого куда. Церковь тоже ее все знают. Вот дома. Здесь уже тоже вон номера стоят, фамилии. Здесь, получается, его уже дом сдали. Что это у нас? Эмшер штрассе. Я даже такой не помню. Они были раньше такие цветные, не? О, ну Доппенхаус, видишь? Что говоришь? Я говорю, они такие были вот эти на этой шильды такие цветные, да? Раньше такие. Вот я считаю, вот в том подъезде жил. Раньше такие были под эмоциями, не обращали внимания на это. Один. Прогуляемся еще чуть по территории, посмотрим. Здесь, в принципе, на этой части теперь все открыто, спокойно. Ну как, что меня, конечно, удивило в начале, когда мы заезжали на территорию, ну, в саму деревушку на Будурус-штрассе, там стоял знак, то что только анлигерам, ну то есть кто здесь живет или для их посещения приезжает, да, можно заезжать. Я вот это вот удивился. Я раньше этого знака не помню. Ну, чуть-чуть поменялось, а так, в принципе, вот ухаживать, здесь приват. Говорю, много вот возле домов стоят, вот сейчас, вон там машинки стоят. Это все много пошло на приват. Вон кампус, отель. Все поменялось. Время прошло. 20 лет пролетело, можно сказать. Да, само собой, я записывал это чуть-чуть пораньше.
но фильм выйдет именно на 20-летие. Разгрузил. Слышь? А? Разгрузил кто-то? Ну, так как положено, мы же в Германии. Это что, новое, что ли? Ага. Мари фоля все. А хотя тоже вариант, может, притащили, да не. Ну они, наверное, новые. Смотри, Зихерунг скрутили новую, а старую здесь и скинули. Нет, она старая, но они, получается, старую сюда привезли, так аккуратно поставили, и еще и... Вот это заросло, а. Шушуть. Здесь еще фонари стояли. И 2012... Ну вот, так здесь посередине, в принципе, же маленький только островок был. Спрашиваю, тут фонари же стоят. Что ненужное нашлом, соберем металлолом. Как в мультике было. Главное, березы стоят. Вон он, слышь, вон фонарь в кустах, вот они, смотри. Вот прикинь, Прикинь, она же маленькая была. Вон фонарь в кустах. Получается, здесь на поворот уходит, у тебя вот это... А раньше здесь по-другому было. Если бы мне фотографии... Док, мы здесь фотографировались, кстати, вот когда возле машины. Вот здесь тогда порядок да, какой вот был. Как раз на этом же повороте мы Да, стояли да, с да. тобой. Нет, это не машинка, это щит электрический. Да, свинтусы. Фонарь, да, в кустах? Вон еще один. Вон. Да, да. Тудум. Смотри, раньше их было видно, да? И тут тоже. цивилизация. Цивилизация. Так смотри, как все заросло. По-моему, в 2012 году мы были. Да ладно. Приехало тогда очень много народу с нашей деревни. Серега, Вань. И Серега на своей Ауди, Катькин брат. И почему я вспомнил про фонари, что там он как гальманул. А что-то кто-то шел или что? Фонтануться, короче. это. Ага, и его, короче, жопу забрасывает. Он жопой сбивает фонарь. Фонаря эта крышка падает, но он успел выскочить из-под нее. Так, Высохло болото. Так она еще вот там заходили, вначале такой духанчик стоял, там все поздыхало, все, что было. Конечно, там уже никого нет. Раньше красиво, прикольно. Ну, короче, вот это озеро вокруг Унамасна, вот когда-то вот здесь вот аккуратненько все было, чисто порядок, но сейчас никому не надо, не ухаживать, вот воспоминания нахлынули. О, графичики поработали. Офигеть. Вот. Смотри, футбольное поле. Здесь же хорошее футбольное поле стояло. Ну вот оно стоит.
Да. Ну, здесь в принципе, было одно из таких, где может, действительно зеленая трава стояла, да, именно газон Да. был на поле. Вот сколько, ну, думаешь, что лет 10, наверное, да, уже, наверное, 8? Стоит? Да. Да, наверное, лет 10 уже точно. Ну, так вот футбольное поле, когда никому не надо, да? А здесь так вот это смотришь так все, да, это прям, ну я что-то про это, нет, самое, я не думал, что вот так вот, а там вообще, видишь, получается, они сейчас себе это много вот отградили для миграции. Ну, чуть-чуть маленько взяли, ну, а все. Я сейчас ее обязательно на камеру возьму. Он один уже у нас устал. Экскурсию провели, посмотрели. 20 лет спустя на заросшее футбольное поле. А, экскурсовод? Подожди, где он там? Вон он. Так и написано, Auf Wiedersehen. Ну, раньше мы смотрели как будто просто набор букв, а сейчас ты понимаешь, что вали отсюда, да, переводится. В немецкой школе не учил? Учил, да, ясно. Мы тут, блин, ходили не здесь, а в Фридланде. Только здесь тоже где-то вот магазинчик был. Мне кажется, на той стороне ходили, там тренировались. Гутен так, там и покупал что-то еще. Напротив, Типа что-то было там мелко. Сейчас там можно было брать. да, сейчас там польская, этот мы. Сигареты поштучно. Да. Да. Здесь за углом, по-моему, тоже был. Где-то был прям в доме такой. Вот здесь, наверное, где стекла, видишь? Вот он с той стороны, да. Шторки висят. Туда ты заходил. Да, я учил в школе его 6 лет в России. Просто набор-то маленький слов был. Setzen Sie sich bitte. Stehen Sie auf. Нет, было что тут. Aufstehen, setzen. Гутен так. Guten. Пошел жвачки покупать. Там эти жвачки, киоск такой, да, я говорю, как я сказал, гейбензи, каугуми, что-то там. Короче, еле-еле, как сейчас вспоминаю, мне аж этот. Ну, это, наверное, так выглядело для них. Я вот, когда я вчера во Фридланде слышал людей, которые только вот пару дней назад приехали с России, и у меня так же это было. Как они разговаривают. Потому что я стою, я не могу понять, думаю, это что, по-русски говорят? Я реально, надо бы прислушаться.